Доброе утро, друзья! Очередное прямое включение. С Айпетри я спустился 3 дня назад, заселился в хостел, вот, который находится за моей спиной, хостел на Боткинской. Провел там 3 дня, отдохнул и перебрался в квартиру. Ко мне приехала моя Катюшка, и сейчас мы отправляемся гулять на набережную Ялты. Боткинская улица, где находится наша квартира, это самый центр Ялты. И до пляжа набережной здесь всего лишь 5 минут. Несколько шагов и наткнулись на бювет с минеральной питьевой водой. Не знаю, работает он или нет, сейчас посмотрим. О, кстати, работает. Сейчас попробуем водичку. Так она не минеральная, абсолютно обычная вода. Исходим, что, наверное, немножко лучше, чем просто водопровод. Вот, будешь пить воду? Пей, козленочком не станешь. Наша улица Боткинская переходит в улицу Чехова, которая, в свою очередь, переходит в улицу Морская. И пройдя по этим небольшим улочкам, мы оказываемся на главной набережной Ялты. Сейчас мы пройдем по набережной в сторону, точнее до морвокзала. Попробуем дойти до маяка, который находится вот напротив нас сейчас. И дальше вернемся в сторону города Приморский по той же набережной. Вон мой кот дорвался до моря. Сейчас она познакомится, чувствую, с волной. Кот, ты сейчас затонешь. Не лезь в воду-то. Кот, вон для тебя написано: купаться запрещено, а ты лезешь в воду. Сейчас точно окунешься ведь. Это бесполезно говорить. Пока человек не искупается, это... Сваливай! Чудо, блин! И чего, допрыгалась? У нас проблемы, Хьюстон. Ну все, я ж тебе говорил. И чего теперь, как мы пойдем гулять? А кот тем временем все не угоманивается никак. По колено уже искупалась, видимо, хочет... Ты что делаешь-то, чудик? Ну что ты делаешь? Вот скажи. Надо сказать, что в Ялте я далеко не первый раз, а с Катюшкой мы уже второй раз. Здесь вот гуляем по набережной, и в этот раз лодочек крайне мало стоит у причала. Там 2-3 прогулочных лодки и одна всего лишь яхта. Так что, видимо, все суда уже подняли на берег на зимовку, на зимнюю стоянку. Так, а мы, собственно, двигаемся в сторону морского вокзала. Здесь установлена главная новогодняя елка. И это, собственно говоря, начало Ялтинской набережной, вот от морвокзала, который находится за моей спиной, и продолжается она до Приморского вроде, вот туда. Сейчас мы дойдем до морвокзала и пойдем по набережной в обратную сторону. А вот смотрите, кто у нас здесь. Похоже, кот-байкер приехал на мопеде на рыбалку поймать себе на обед рыбки, но что-то он убежал от меня и не стал здороваться. Кот, иди поздоровайся с котом. Ты же тоже кот. Ну попробуй, может он тебя не будет бояться. А кот не упадет в воду. Давай, иди. Пугливый. Значит, кот такой. У тебя рыбы нет, поэтому он и не идет. Ладно, пошли. И, конечно же, как любой центр города наших городов,
не может обойтись без постамента, без памятника, точнее, Владимиру Ильичу Ленину, который отхватил себе самое козырное место на площади. На фоне гор величественно возвышается над набережной Ялты. Да, Катюшка? И Катюшка вот не пренебрегла возможностью сделать фотографию с великим вождем рядышком. Вот, ну, а мы двигаемся, прошли до морвокзала и двигаемся в сторону Массандровских пляжей. А вот, кстати, интересная кабинки для караоке. Нигде не видел раньше таких вот установок. Заходишь в кабинку, садишься на стульчик, выбираешь песенку и поешь. Вот в Сочи есть такой караоке-бокс. Кать, будешь петь? Кто, час? 200 рублей? По 100 рублей песня? А почему одну нельзя? Нет, одну нельзя. Я устала от желтых листьев, быть с тобою я так устала. Я устала от глупых писем, которые тебе писала, но не отправляла. Теряла надежду, между тобой и мной стена. Но я буду сильной, возьму свой мобильный, наберу тебя, сказать, что я ухожу, другому его зовут Рустем. Он КМС по боксу и бизнесмен. И если ты не хочешь больших проблем, просто забудь меня. Не звони мне днями напролет, Рустемчик тебе голову отобьет. Не плачь, дружок, твоя любовь пройдет, как и моя прошла. Ну что, Катя у нас снова искупалась, да, Катя? Выползли из дома и делаем с Катюшкой очередную попытку посетить хоть какие-нибудь достопримечательности в Ялте. Мы уже здесь находимся 3 дня и пока что добрались только до набережной. Ну вот, сегодня у нас в планах попробовать дойти до Ливадийского дворца. Зашли на территорию Ливадийского дворца, и после входа и аллеи славы ветеранам Великой Отечественной войны нас встречает памятник императору Александру Третьему, на котором написано его известное историческое высказывание, что у России есть только 2 союзника – армия и флот. Вот это крылатое выражение принадлежит именно Александру Третьему. Принцесса, пойдем во дворец наш с тобой. Будем там. Нас там ждет званый ужин. Пошли. Уже стол накрыли. Пошли. Пора. Я как птица в закрытой клетке, постоянно рвалась на волю. Но любовь твоя незаметна, что ты вообще называл любовью. Прогулки по паркам, пьянки в парадном и дешевый алкоголь. Но я устала, нить оборвалась, у меня теперь другой. Я ухожу, другому его зовут Рустем. Он КМС по боксу и бизнесмен. И если ты не хочешь больших проблем, просто забудь меня. Не звони мне днями напролет, Рустемчик тебе голову отобьет. Не плачь, дружок, твоя любовь пройдет, как и моя прошла. Как и моя прошла. Как и моя прошла. Закончив осмотр Ливадийского дворца, спустились с Катюхой к морю. И на самом деле здесь очень здорово, светит солнышко. Жаль только не получится искупаться. Тихо лужи покрывая лед, помнишь, мы с тобою целовались ночи напролет под
шум прибоя. Это лето не вернуть уже, я знаю. Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Очередной раз мы с Катюшкой проспали весь день и выползли на улицу только после 3 уже вечера, можно сказать. Но расстаться нам с тобой пришлось. Кончилась путевка, и вагон плацкартный меня нес в новую Каховку. Не забуду ночи при луне и твою улыбку. Ты открытку подарила мне, а на той открытке яхта, парус. В этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Сегодня стоит замечательный теплый день, плюс 13 градусов, 29 декабря, предновогодние дни, и мы снова идем прогуляться на набережную. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Добрый вечер, друзья! С наступающим всех вас Новым годом! Мы с Катюшкой выбрались на набережную Ялты, чтобы посмотреть, какой здесь происходит движ сейчас о 10 часов вечера. И мы уже находимся в начале набережной у морского вокзала. И здесь у нас, собственно, находится памятник Ленина и установлена основная елка. Давайте, наверное, с вами сейчас прогуляемся от елки до другого конца набережной и посмотрим, какие здесь предлагаются развлечения, как все украшено, оформлено. И начнем, пожалуй, вот с плавучего кораблика. Это кафешка, где можно, качаясь на волнах, встретить Новый год бутылочкой шампанского.
Так, ну что ж, пока ничего сверхъестественного нам не повстречалось. Увидели фаер-шоу рядом с елкой, и несколько музыкальных коллективов готовятся к выступлению. Видимо, будет это чуть позже. Ну, пока просто народ прогуливается. И, собственно, Дмитрий. А мы в курсе, мы знакомились. Ясно. Вот здесь, значит, вот это вот местный клоун Дмитрий. Мы с ним познакомились в хостеле. Вот, и он здесь работает. Ну, развлекает людей в мере силы возможностей. Мы занимаемся баловством. Балует, короче. Ну, ладно, мы никому не скажем. Наш знакомый клоун Димка подарил Катюшке цветочек. Сказал, что мы клевые. И мы пошли дальше. И вот в нашу честь еще и салют. Набережная в Ялте делится как бы на две линии. Одна нижняя, другая верхняя. Нижняя проходит непосредственно вдоль моря, где располагаются пирсы и пляжи. А вдоль верхней, по которой мы сейчас идем, находятся магазинчики, кафе, ресторанчики. Хале Кришна точно, да? Вот эта девочка, кстати, энергетическая. Харе Кришна, Харе Рама добралась и до Ялты. Шествие кришнаитов на набережной. Фу, они еще и ладаном своим тут накумарили. Но поют и танцуют вполне зажигательно. И вот я уже нахожусь на набережной вице-адмирала Корнилова в городе-герое Севастополь. Справа от меня раскинулась артиллерийская бухта Черного моря, а слева мемориал героям Черноморской эскадры. В городе Севастополь я планирую пробыть несколько дней, а затем направлюсь в Балаклаву, где начнется мой основной пеший маршрут по Большой Крымской тропе протяженностью 560 километров. А пока давайте с вами совершим небольшую прогулку и познакомимся с городом-героем Севастополь. А начнем, пожалуй, с главного архитектурного символа города – памятника затопленным кораблям. Монумент был сооружен в 1905 году, к 50-летию Первой обороны Севастополя, во время которой было затоплено несколько парусных судов из русской эскадры, чтобы заградить вход неприятельским судам в Севастопольскую бухту. Напротив памятнику затопленным кораблям на другой стороне Севастопольской бухты находится Константиновская батарея. Эту достопримечательность я планирую посетить чуть позже, а пока давайте прогуляемся по главным улочкам города Севастополь. Вот уже второй раз по ходу моего движения попадаются плакаты с зелеными человечками, где написано, что Крым наш. Да, Крым действительно наш, с этим не поспоришь. Только вот доллар после того, как он стал нашим, вместо 30 рублей стал 60. Такие дела. Что ж, от памятника затопленным кораблям я двигаюсь по набережной вдоль Севастопольской бухты. Двигаюсь и упираюсь в решетку. Решетка. Ну и ее можно обойти, что, собственно, я сейчас
и сделаю. Элегантненько обходим решеточку и продолжаем двигаться дальше. Кстати, водичка в море вдоль набережной довольно прозрачная. Здесь совсем мелко и хорошо просматривается все дно. В нескольких десятках метрах дальше по набережной от стеллы с затопленным кораблем располагается еще одна достопримечательность. Это памятное место начала плавучего моста через Севастопольскую бухту, который соединял северную и южную его части. Переправа состояла из 86 плотов по 13 метров длиною каждый, а общая протяженность моста составляла 960 метров. Еще одним значимым историческим и архитектурным памятником Севастополя является Графская пристань, вход на которую располагается на площади Нахимова. Названию пристань обязана графу Войновичу, командующему Черноморской флотилией, который частенько причаливал к этой пристани, двигаясь с своего хутора. А вот, собственно, и памятник адмиралу и великому флотоводцу Павлу Степановичу Нахимову, писавшему не одну яркую страницу в героическую летопись русского флота. Напротив памятника Нахимову располагается мемориал героям обороны Севастополя с 1941 по 1942 годы. На монументе размещен барельеф воина, символизирующий успешное отражение штурмов города во время Великой Отечественной войны. Справа от монумента защитникам Севастополя на городском центральном холме установлен памятник Александру Ивановичу Казарскому, который в ходе русско-турецкой войны в чине капитана-лейтенанта на бриге «Меркурий» вышел победителем в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями. На памятнике написано потомкам в пример, и действительно, это вам, ребята, не играть в компьютерную игру Warships и не открывать рот под музыку в ТикТоке. В жизни есть место для подвигу, и нам, потомкам, нужно брать пример с наших предков. Спустившись от памятника Казарскому на главную улицу Ленина, хотел посетить музей Черноморского флота. Однако в связи с карантином он закрыт. Я уже второй раз приезжаю в Севастополь, и второй раз мне не удается в него попасть.
Что ж, будет повод приехать еще раз. Иду вверх по улице Ленина, гуляю, знакомлюсь с городом. Вышел на небольшую смотровую площадочку над бухтой. И вот проплывает как раз за моей спиной экскурсионная лодка, которая объезжает корабли Черноморского флота. Я думаю, чуть позже я возьму эту экскурсию и также прокачусь по Севастопольской бухте. А пока двигаюсь дальше и планирую посетить еще один музей, который называется «Укрытие», если, конечно, он будет открыт. Учитывая, что я приехал в Крым зимой и сейчас декабрь месяц, стоит сказать несколько слов о погоде. Вот сейчас хоть на небе и гуляют тучки довольно пасмурно, температура воздуха где-то около 12 градусов и гулять очень комфортно. Ветра нет вообще, ни жарко, ни холодно, в общем, самое-самое то для прогулок вдоль моря, посещения достопримечательностей. Да, Кошара? Ладно, двигаемся дальше. Такого количества памятников, монументов, стел и мемориальных табличек нет, пожалуй, больше ни в одном из городов России. В Севастополе они встречаются буквально на каждом шагу. Увы, друзья мои, чудо не случилось. Музей-убежище, так же как и музей Черноморского флота, оказался закрыт. А между тем, за неприметной зеленой дверью на площади Суворова скрывается интересная экспозиция времен Холодной войны. Но, к сожалению, нам с вами не посчастливится ее увидеть в связи с карантином. Сзади меня на рейде стоит 3 подводных лодки. И выглядят они, по крайней мере, отсюда не айс. Местами проглядывается какая-то ржавчина. А вот рядом с ними на пирсе стоят лакшери-яхты. Интересно, это плавсредство местных зажиточных крестьян или графов из Престольной?
Между тем, друзья мои, мы с вами дошли до самого конца Южной бухты, где я планировал осмотреть еще одну достопримечательность, а именно плавучий док, где на ремонте должна была стоять подводная лодка Б-380 «Горьковский комсомолец». Однако лодки я здесь не обнаружил. Обратившись к интернету, я выяснил, что 14 декабря 2019 года лодка вместе с плавучим доком успешно затонула. Водолазы, осмотрев лодку, приняли решение буксировать ее в Инкерман, где она подверглась жесточайшей утилизации. Судя по всему, нам с вами не удалось увидеть еще одну интересную достопримечательность Севастополя. Что ж, раз сегодня мне не повезло с посещением музеев, я решил зайти и бюджетно перекусить в столовке. Взял порцию пельменей 300 грамм, которая обошлась мне в 75 рублей, что весьма бюджетно для Севастополя. Оказавшись в Севастополе, конечно же, стоит взять морскую прогулку к кораблям Черноморского флота. В данном случае я выбрал для себя небольшой двухпалубный катерок, с которого будет, как мне кажется, лучше видно, чем с большого корабля, который отходит от Графской пристани. Загружаемся и едем смотреть. Ну вот я и загрузился на кораблик, выбрал себе козырное место прямо на носу судна, чтобы лучше было все видно. И мы начинаем нашу экскурсию. А вот смотрите, друзья, на заднем плане видно, как к набережной Корнилова подошел военный корабль. И сейчас мы где-то мимо него, наверное, пройдем. Если бы сейчас прогуливаться по набережной, то можно было бы прям вблизи рассмотреть данное военное судно. Прямо рядом с нами буксирует патрульный катер Дмитрий Рогачев с бортовым номером 375. Вот за моей спиной стоят несколько подводных лодок. Мы с вами их видели с берега, когда прогуливались. И вот, собственно, вот эта вот лодка, это, по-моему, Новороссийск. Одна из самых новейших, точнее, самая новая подводная лодка на Черноморском флоте, которая при перегоне из Питера
принимала участие в сирийской войне, наносила ракетные удары по Сирии. А вот, собственно, мы подошли к доку, который наблюдали с берега, где до недавнего времени, до 2019 года, стояла подводная лодка, которая, я уже как говорил, затонула вместе с этим доком. Ну вот, док подняли, а подводную лодку распилили. Но вблизи конструкция выглядит весьма масштабно. Как я уже говорил ранее, город-герой Севастополь богат на памятники и символы героической обороны города. На мысу Хрустальный, города, возвышаясь над артиллерийской бухтой, установлен памятник матросу и солдату. Память о тех героических днях во времена Второй мировой войны. 40 метров в высоту, он является одним из самых крупных в Севастополе, да и на территории всего постсоветского пространства. Поднимаюсь вверх по классической извилистой улочке типичного курортного городка, чтобы попасть в еще одну достопримечательность — панораму обороны Севастополя. Наверняка она тоже закрыта, но проверить стоит. Свернул на узкую крутую лестницу, которая идет вверх по склону среди кустарников и частного сектора. И планирую немножко срезать мой подъем в горку. Главное, чтобы здесь не оказалось никаких бродячих собак. Впереди меня идет какой-то бомжик с арматурой. Ну, надеюсь, он весьма безобидный. А лесенка очень даже крутоватая. С кучей ступенек. Хорошо, что я гуляю сегодня налегке. Со мной нет моего огромного тяжелого рюкзака. А то бы данный подъемчик был бы весьма серьезной зарядкой. Друзья мои, к концу дня мне все-таки повезло, и я нашел один из открытых музеев. Это панорама обороны Севастополя. Я уже приобрел билетик за 400 рублей и скоро отправлюсь на экскурсию. К сожалению, экскурсоводы не работают, и экспозицию придется осматривать самостоятельно. Также я поговорил с кассиром, и она мне поведала, что кроме панорамы обороны Севастополя работает еще музей Херсонес-Таврический и мемориальный комплекс на горе Сапун. Их я планирую посетить завтра, а пока ждем открытия.
Пока жду запуска внутрь, хотелось бы сказать несколько слов о территории, прилегающей к самому зданию панорамы. Насколько же нужно не уметь организовывать пространство, чтобы так все взять и испохабить. Лепили какие-то зеленые противные заборы, сетка рабица, поставили пивные шатры разноцветные, ну и до кучи все взяли да и перекопали. Мрак. Так, ну что ж, пока я жду запуска в экспозицию, пожалуй, зайду в сувенирный магазинчик, посмотрю, что там продается. Почему? Ну, как и следовало ожидать, не успел я зайти в магазинчик и достать камеру, как мне сказали, что снимать нельзя. Это Россия, детка. Ну вот мы с вами, друзья, очутились внутри экспозиции «Панорама обороны Севастополя». Первый зал представляет из себя павильон, где размещены вещи той эпохи, а второй зал уже непосредственно панорама самих боевых действий. Начнем осмотр. Так, что у нас здесь из интересненького? Это ствол однофунтового фальконета образца 1788 года. Ну и вторая мини-карманная пушечка. Пристегной штык к винтовке. Подзорная труба. Крест ордена Белого Орла на ленте. Знаки отличия, медали. Так, здесь у нас палаши. Палаш морской. 1757 год, Россия. Рабочая форма нижнего чина Российского императорского флота. Так, здесь у нас тесак саперный. Образца 1827 года. В этой витрине у нас находятся кораблики. Так, линейный 84-пушечный корабль императрица Мария. А это пароходов-фрегат Владимир. О, Владимир. Интересно, он назван в честь кого? Князя Владимира или города Владимира, быть может. Так, здесь у нас пистолетик. Пистолет гладкоствольный солдатский, образец 1848 год. Полусабля солдатская, 1731. Это пока все российское вооружение. Так. Кромсали кого-то вот этой вот штуковиной, чипчиками, ножичками. Кому не повезло быть раненым. И вот какая эпическая штучечка. Ружье ударное, нарезное, капсульное, крепостное. Образец 1639 года. Вот это да, вот это. Так, здесь у нас пример обмундирования, винтовка, папаха, сумка, погоны, еще немножко винтовок. Так. Немножко картин. Снова кораблик. Линейный 120
12-пушечный корабль 12 апостолов называется. Мощь. Вот это мощь. С Андреевским флагом. Значит, это российский кораблик. Так, идем дальше. И что у нас здесь? Здесь у нас обойма снарядов 37 миллиметров зенитного образца 1939 год. И мина для миномета. Здесь лидер эсминцев Ташкент. Такой себе корабль. Здесь у нас опять-таки живопись. Довольно авангардно, как по мне, нарисовано такими мазками грубыми. Так. Снова ордена, медали. Так. Вот известные личности. И вот это вот что-то интересное у нас такое. Полотно. Холст. Первый флаг солдат Полтавского полка. Так, ну вот осмотр нижней экспозиции я закончил и поднялся вверх, где в большом купольном помещении, собственно, и располагается сама панорама обороны Севастополя. Здорово. Единственный минус то, что это не экскурсия, а самостоятельное посещение, а во время экскурсии здесь еще проходит светозвуковое шоу. То есть вся эта диорама подсвечивается, озвучивается и смотрится это все гораздо более впечатляюще. Доброе утро, друзья мои! Несмотря на карантин, вчера вечером нам с вами все же удалось посетить одну из военных достопримечательностей города – панораму обороны Севастополя. Но пришло время для культурно-исторических памятников. Одним из таких популярных и значимых является Херсонес Таврический. Однако здоровые были ребята, эти древние греки, судя по отпечатку на деревяшке. Новые технологии пришли на руины античного города. И среди древних камней установлены интерактивные мониторы, где, как говорится, не отходя от кассы, можно получить короткую историческую справку. Как, например, вот на этом мониторе по основным лицам эпохи. А вот, друзья мои, древние античные мини-мавзолеи.
по типу наших захоронений вдоль стен Кремля. Оказывается, такой способ погребения почетных граждан придумали не мы, а позаимствовали идею у древних греков. Собственно, в этих пристенных склепах захоранивались почетные римские граждане, причастные к правящей верхушке города. Собственно, все как у нас. Культурно-исторический комплекс Херсонес стоит прямо на берегу моря. Вот эта вот бухта называется Карантинная, и названа она явно до пандемии, но название как нельзя кстати. Водичка чистая, прозрачная. Сегодня, кстати, стоит замечательная погода, градусов 15-16 в плюсе, и так и подмывает искупаться. Иди сюда, собака, бочка. А продолжим осмотр Херсонеса. Гуляя по древним руинам, можно вот так вот прийти, сесть на скамейке амфитеатра и представить себе, как несколько сотен веков назад здесь бурлила жизнь. Люди приходили, рассаживались по скамейкам и смотрели представления. Свято-Владимирский кафедральный собор на территории Херсонеса известен прежде всего тем, что здесь великий князь Владимир принял крещение и понес христианскую веру дальше по Святой Руси. На противоположной стороне Севастопольской бухты располагаются еще две интересных достопримечательности, которые бы мне хотелось посетить. Это Михайловская и Константиновская батареи. Их сейчас можно видеть вот вдалеке на заднем плане. Константиновская находится прямо на выходе из бухты. Попасть туда можно либо обогнув бухту на автобусе, либо перейти в бухту на пароме, который отходит прямо рядом с моим хостелом. Собственно, вторым вариантом я и воспользуюсь.
Так, ну вот, приехал мой катерок, который отправляется, по-моему, каждые полчаса от пристани. Стоимость проезда составляет 24 рубля. И сейчас я пойду на другую сторону Севастопольской бухты. Итак, друзья мои, спустя минут 10-15 мы успешно пришвартовались на южной стороне Севастопольской бухты. Позади меня находится Михайловская, а впереди Константиновская батарея. Ну вот, друзья мои, я и нахожусь на территории Константиновской батареи. К моей нескрываемой радости она работает, и нам удастся с вами посмотреть ее экспозицию. Во внутреннем дворе крепости располагается братская могила защитников Константиновского Равелина, а вокруг высажен травяной газон в виде корабельных якорей. Сзади монумента расположена экспозиция из пушек того времени. Обойдя внутренний двор, можно подняться на крепостные стены, что сейчас я, собственно, и планирую сделать. А потом уже перейду к осмотру внутренней экспозиции. Выходим на крепостные стены. Нас освещает теплое крымское солнышко, и открываются прекраснейшие виды на Севастопольскую бухту. Внешний периметр Константиновской батареи мы с вами осмотрели, а теперь отправимся внутрь и посмотрим музейную экспозицию. Спустились мы с вами в казематы крепости, и в первом зале нас встречают портреты великих русских полководцев, древние карты, макет корабля и макет укреплений того времени.
двигаемся с вами дальше и попадаем в зал, где представлено солдатское обмундирование, а также холодное и огнестрельное оружие той эпохи. Смотрю на пули той эпохи, и их размер, конечно, ужасает. 2,5-3 сантиметра против наших 9 миллиметров от ПМ. Это просто как горошина и ядро, если сравнивать. Двигаемся дальше. И нас встречает артиллерийский расчет того времени, занятый обороной крепости. А с другой стороны, по всей видимости, казарма и быт солдат в период между сражениями. Далее мы перемещаемся из более ранней эпохи во времена Второй мировой войны. И здесь также представлено солдатское обмундирование и оружие. Также, похоже, разыграна некая сценка из быта солдат крепости. Вот и знаменитый ППШ, грозное оружие времен Великой Отечественной войны, которое с успехом косило фашистов на поле сражения. А вот так, друзья мои, выглядел боец отряда по борьбе с диверсионными подводными силами противника. Далее, друзья, мы попадаем с вами в зал, посвященный полярным экспедициям и исследованиям Крайнего Севера. Ну что ж, друзья, наша экскурсия по Константиновской батарее подходит к концу. Я нахожусь в последнем зале, посвященном
Русскому географическому обществу